который знает хорошо русский, он жил и учился в Петербурге, вот. И он мне сказал, в чем разница иностранцев, они с немцами, с русскими работают, его жена с немцами, в том, что, ну, немцы, честно, щедрее на чаевые, чем русские, но немцы, они не такие покупатели, это русскому там, о, от сердца давай, от почек давай, все покупают, сувениры там с земли мертвых с Луксора давай, которые немец никогда не возьмет, это все скупает, интересно, анубисов этих всяких, вот, это русские в этом проще, а немцы там все, инструкцию прочитают, все спросят, и когда дают чаевые, ты для них уже как раб, ты должен таскать, носить, там все там ублажать, как бы это, а мы проще в этом отношении. Мистер! Снова вы, давай. Что это за люди? 2 раза уже выключил, включил. О, вот это мне нравится. Вкусно, да? Без сахара, да? Конечно. Так, дорогие подписчики, сегодня у меня очень интересный гость. Попался в мои женские сети. Не, это мой подписчик с Ютуба, с Дальнего Востока, Алексей. Вот. Он на самом деле написал Иринке. Я говорю, ну, номер Иринки дам только в том случае, если вы мне дадите интервью. То есть я его на шантаж подсадила. И вот он уже перед вами. Первый раз вы в Египте, да? Да, Виктория, первый раз я в Египте. Это мечта моего детства. У меня только положительные впечатления, конечно, да. Египет мне понравился с первого, можно сказать, с первой минуты пребывания, поэтому... И до сих пор я уже здесь 2-ю неделю и очень рад. Рад, да? Да. То есть вы так активно или пассивно? Я очень активно, всегда отдыхаю, где бы я ни был. У меня очень плотный график. В принципе, в отеле я только ночую, а каждый день у меня полностью все расписано. Да? То есть я в движении. Да. Я уже проехал пол Египта, но не доехал до Александрии только. Так? Вы нам фотографии скиньте какие-то, да? Да, конечно, скину. Ну, расскажите немножко о себе. Но Египет – это мечта моего детства. Почему? Еще будучи маленьким, мой дедушка много рассказывал об этой стране, потому что он работал некоторое время в Египте, 3 года, с 69 по 72 год. В группе приехал он сюда инженеров-авиастроителей, и вот они вместе с советскими летчиками работали, да, какую-то работу выполняли, я не помню, не знаю, был маленьким, но меня впечатлили его рассказы и, конечно же, фотографии цветные, пирамиды, верблюдов, пальмы, это как другой мир, вот, поэтому и уже так в детстве у меня такая мысль, вырасту, приеду в Египет. Да. Ну, годы шли, время, заботы житейские, все откладывал на потом, и вот резко, если честно, решил, ну, почему бы и нет. Ничего не препятствует этому. Тем более еще наши туристы, где я живу в местности, хотя у нас направления популярны это Таиланд, Вьетнам, Китай, конечно, соседские с нами страны. Египет далеко, конечно. Но уже по рассказам современных наших путешественников, конечно, я уже поставил точно, надо ехать самому в Египет. Да? И вот я здесь. Да. Ну, мне очень приятно, когда приезжают подписчики, особенно мужчины, такие вот интересные. И, ну, значит, вот вы бы хотели здесь пожить какое-то время? Ну, честно, жить точно нет, потому что я с северных районов, мне очень нравится холод, снег, горы. А здесь, конечно, отдыхать можно, да. Отличное море, наверное, самое лучшее из всех, что я был, морей. Да? Красное. Ныряли, да? Да, нырял, нордингом, но планировал заняться дайвингом, но плотный график не позволяет, поэтому планирую 2-й раз приехать и уже профессионально заняться дайвингом. А так я нырял, погружался на несколько метров с маской, насколько хватило кислорода, да, заснял, да, это. Вот, и, конечно, коралловый риф, оранжевый остров меня сильно впечатлило. Супер. Да, мечтала акулу встретить, но так и не встретил. Хотя вот скажите, что это непросто, скажите. Вообще акулу найти, увидеть в Красном море – это большое везение. Вот. И сколько раз я не нырял, но так и не видел. Это не так просто, вы мне целый год уже пишут, как там акула. Как будто бы акула – это моя соседка, я с ней каждое утро кофе пью. Как там акула? Пишут. Но мне показали места, где их можно встретить, и то не факт.
Но мы как бы туда не заплывали, это открытое море, там большая глубина, 20-30 метров. Вот, поэтому и то они безобидные. Безобидные. Да, те акулы, которые вот именно здесь встречаются. Поэтому, ну, думаю, повезет. Еще. Ну да. Чем вы занимаетесь в своем городе? Я занимаюсь профессионально недвижимостью, продажа, покупка, приватизация, ну, все операции с недвижимостью. Работаю в одном из лучших агентств города. Я бы даже сказал, самое лучшее агентство «Шанс». Поэтому, Да? если вам нужна помощь, Реклама только да, что была. мы рады вас видеть. Город Комсомольск-на-Амуре, агентство «Шанс». Агентство «Шанс», да, пожалуйста, обращайтесь. Вот такой интересный мужчина там вас встретит и вам все У нас все интересные. Да, все да, интересные, все, да? Ну ладно. Алексей, ну вот вам осталось еще 2 дня в Египте. Какие впечатления? Вот так вот, честно, пожалуйста. Ну, первое, что сразу бросается в глаза, это гостеприимство. Вообще Египет, он был гостеприимным государством всю свою жизнь. Еще от начала фараонов. Вот, и это чувствуется с первой минуты. Да? Да, это правда. Причем интересный момент, где-то чуть более 2000 лет назад Египет, сам того не осознавая, оказал гостеприимство даже Сыну Бога, Иисусу Христу. Вот. Да? И интересно, во время экскурсии в Каире мне даже показали место, где якобы они останавливались, хотя в Священном Писании это не сказано на такой момент. Вот. Но если у вас есть деньги, то гостеприимство увеличится. Это в любой стране, да. Это правда, но нет, люди искренние, и я даже давал некоторым египтянам чаевые, и они отказывались, что для них это редкость. Да? Да, ну были такие случаи, это правда, да, то есть я с этим где они отказались? сталкивался. А человек оказал мне услугу, меня пофотографировал, там арафатку правильно одел, как это что-то еще рассказывал мне где-то в курорте каком-то во время путешествия, и я ему дал $1, он отказывался. Ну, принято отказываться, но это прям искренне. Нет, уже, я уже насильно ему дал, как бы это. И 2 таких случая было, как мне раз запомнилось. Хотя, конечно, от чаевых они не отказываются. Да, это есть такие... И даже просят еще, если ты дал, то да, есть да, такие, ну это да, некоторые. Факт. Вот. В первый раз с чем я здесь встретился? Ну, вообще, в первый раз попробовал несколько экзотических блюд, рыба. Они мне сказали название, но я так и не понял, как называется, но вкусно. Первый раз я попробовал агаву, фрукт, у нас такого нету. И как вам? Но мне понравился, да, такой приятный ага, на вкус, с мелкими косточками. И очень много рассказывали про необычный вкус египетского манго. Ну, манго я ел и в России, и в Китае, и в других странах. Как бы, но здесь вот действительно он необычный. Вкус манго, их несколько видов. И мой приятель египтянин Марсель сказал, какие сорта самые лучшие. Мне показались невзрачные они, я хотел взять там покрасивее, побольше. Нет, бери эти. Я взял и не пожалел просто. Да, вот действительно вкус, ну, ни с чем не сравнимый. Будете в Египте, обязательно попробуйте манго. Да, вот тут, кстати, есть палатка, можем потом зайти, можете себе взять. Но мне дня 2 и больше добираться до дома, не знаю, как будет у меня. Тут поедите. Ну, хорошо. Хотя у меня еще в отеле он есть. Да, не, так надо же кушать пока сезон. Ну, пока наедаемся, да. Да. То есть... Я поняла. Что еще? Что еще? Ну, еще то, что здесь живут люди разных культур, разных стран и живут в мире. То есть мы делали несколько путешествий по Красному морю, по Нилу с египтянами, европейцами, украинцами, русскими. И все в мире улыбаются, фотографируемся как бы отлично. И живем в одних отелях, да. Вот здесь как бы ну, такой мир. И Египет старается сохранить хорошие отношения между людьми из разных стран, чтобы они чувствовали себя здесь комфортно и свободно. Алексей, как вам местные жители? Ну, местные жители, конечно, отличаются своим колоритом для нас, да, и жизнь для них идет как-то спокойно, размеренно, нет такой вот спешки, суеты, я заметил. Вот. Хотя они много работают, я знаю, но не как у нас в России, там с утра все в делах, в бегах,
Вот здесь такого нет, конечно, в Египте. Здесь все спокойно, тихо, как бы никто никуда не торопится. Да. Вот это видно, да, у них издавна. Если честно, я очень соскучилась по зиме, по холодной воде. Мне вот не хватает холода. Для меня тут слишком много тепла. Ну, Мгм. я это вот начала уже чувствовать. Ну да, тепла здесь хватает, и в первый раз я вот ощутил на себе температуру плюс 50 градусов. Когда были в Луксоре, как называется, город мертвых, вот эти Царская долина, то там действительно очень жарко, самый, наверное, жаркий город в Египте. Плюс 43, еще сказали нормально гиды нам. Но когда спускаешься в пирамиды, там Рамзес IV, где не то что жарко, еще кислорода нет, вот это очень трудно. И некоторым туристам, европейцам, кто с холода приехал, некоторые теряли сознание даже. Поэтому предупреждают, если проблемы с сердцем, с давлением, плохо переносите жару, то лучше не спускаться, особенно пожилым людям. Вот, аккуратно. Или даже воздержаться вообще от этих экскурсий. А что вам больше всего понравилось из ваших? У меня две цели было приезда в Египет. Это, конечно же, море, красота подводного мира, Красного моря, Нил и исторический Египет. Да, это пирамиды, конечно же, это гробницы, это Сфинкс, Луксор, Гиза, Фивы, Мемфис, по этим городам. И поэтому я все успел, что запланировал. Ну, конечно, не успел понырять с аквалангом, но есть что запланировать на следующий приезд. Так что в целом Египет мне очень понравился. Как культурно, исторический город, страна вообще в целом. Планируете приехать еще раз, да? Да, планирую приехать еще, уже конкретно поставить цели, чем именно буду здесь заниматься. Вот. И, конечно, за 10 дней весь Египет сложно проехать. И есть зачем еще вернуться, цель. У нас, кстати, лучшая рыба, чем, Чем где? Чем тут? конечно, египтяне, кто жил в России. А самая лучшая рыба это только в России. Я верю. И камчатский краб, и форель, и кита, горбуша, все у нас осетровые. Это все Дальний Восток. Ой, ну покажите мне рыбку, покажите. Я ее упаковал, думаю, она сохранилась. Супер. Вот это копченые сазаны. Ой, елки-палки. Да. Это амур, рыба копченая. Супер. Тоже. Дорогие друзья, представляете? И вот еще сазанчик. Да, ой, какая вкуснятина. Да, вот амуры и 2 сазана копченых. Спасибо вам большое. Буду дома объедаться с хлебушком черным. Боже, Да. я 100 лет не ела. Ну вот как тут живу, 6 лет не ела такой вкуснятины. Представляете? Честно, в Египте рыба красивая. Ну невкусная, да? Нет, ну вкусная она на Дальнем Востоке у нас. В России, Да. Камчатка, Дальний Восток. А И здесь ее привозят ограниченно, и только богатые египтяне могут позволить себе красную рыбу, как вот Да. ту же горбушу, форель, киту. А с чем это связано? С тем, что жира там больше, наверное? Ну, как они сами говорят, египтяне, кто жил в России, в холодных регионах России, говорят, что северная рыба, морская, холодная, она вкуснее. Северная рыба? Да, да. И тот же осетр. Ой. Все, у вас такого нету здесь, да. Да вообще. И крабы, я вот видел, они такие маленькие продаются, смотришь, что Да, жалко их кушать. да. А если взять наших камчатских Да вы крабов, что? то это, конечно, небо и земля. И по Класс. вкусу, и по размеру. Да? Да. Ой. А там как вообще недвижимость? Ну, какие цены примерно? Очень сильно разнятся, как и у вас. Да? Да, очень сильно разнятся в зависимости от региона. Россия большая. Ну, где я живу, там, в принципе, недвижимость стоит так же, как у вас. Да. Ну, чуть дешевле, может быть. Чуть дешевле. То есть можно позволить здесь купить какую-нибудь студию за цены, говорили мне там, где-то 1-1,5 миллиона фунтов. Ну, 3 миллиона рублей. Студия стоит в Египте в неплохом районе. Можно позволить. С видом на море. Красное. Супер. Супер.
Я же вам говорила, дорогие подписчики, что как только начинаю снимать, начинается большая уборка. Всегда. Всегда. Вот где бы мы ни были, вот всегда уборка будет на заднем плане. Они так добирают внимание. Алексей, что сейчас читаете? Ну, вообще, с детства люблю читать. Очень, рано научился читать, где-то в 4 или в 5 лет уже читал книги. В последнее время мне нравятся наши русские классики, как Достоевский, Лермонтов читаю. Да, Средневековая литература, Гюго, Хемингуэй. Да? Да, вот «Старик и море» прочитала как-то. Или Гюго «Человек, который смеется». Очень уникальная книга. Но одна из моих любимых – это, конечно, Библия, Священное Писание. И, конечно, литература по моей профессиональной деятельности, работа с людьми и иного рода. Поэтому читать очень полезно и нужно. И нужно, да. А что в Библии особенно нравится? Ну, Библия, если честно, это как руководство для жизни, в первую очередь. Хотя книга была написана несколько тысяч лет назад и может просто показаться кому-то сводом старых правил, законов, но нет. Она уникальным образом написана для каждого человека, где бы он ни жил. И мне, как любителю исторических мест, каких-то событий, а там очень часто они встречаются, и, кстати, Египет в Библии упоминается, можно сказать, на втором месте после Израиля, потому что эта цивилизация раньше Израиля, народа. Даже как она появилась, эта цивилизация, все указано, прародители Египта. Даже имена некоторых фараонов упоминаются. Поэтому египтяне, кто хочет узнать свою историю, добро пожаловать на страницах Библии. Ну что ж, идем с вами покупать манго тогда? Да. Так, все, берите себе. Ой. Я боюсь, она пропала, нет. Но она в холодильнике лежала у меня. Да? Я думаю, нет. Ага, все. Вот это да, у них любимая тема фотографироваться. О, сейчас. Ну, сделала. Теперь давай сок. Джус. No. Давай. Это он думает, что мы это самое. Муж и жена. Да, хочет нас. Давай, это самое. Ну что ж, на сегодня все. Если вы собираетесь в Египет на отдых или же планируете пожить здесь длительное время, напомню вам, что вы можете у меня заказать консультацию на любую тему касаемо Египта. Я вам помогу сэкономить деньги, время и энергию. Все координаты под видео. Пишите, и да будет вам счастье.